другое что-то. Ну, только что петь умел человек, вот типа ты. Ну что, дорогие мои, всем привет! С вами я, Карина и Давран. Я Эй, поздравляю наш канал. всем Вообще, привет! Давран, привет! Я очень рада тебя видеть. Я очень хотела давно осуществить эту идею. Я так рада, что ты согласился. На Это легком просто. взаимно. Спасибо большое, что пригласили. Это на самом деле взаимно. Я очень рад, что наконец-то вот так с вами созвонились. Да, да. Мы, короче, решили с Давраном, что мы сегодня вместе в приятной компании посидим, послушаем еще раз хорошую музыку, обсудим творческих, талантливых людей, да. Да. Потом Давран мне обещал рассказать, как на самом деле происходило, как он выбирал песни, что там было, как бы со своей стороны, потому что я тоже сижу, фантазирую там в Панаме, понимаешь, как бы, а толком ничего не знаю, как дела проходят, да. Вот. Расскажешь про свой экспириенс, опыт, короче, да, дорогие мои. Талантам нужно помогать, как говорится. Поэтому, Давран, спасибо тебе, что ты пришел. В любом случае, я в полном Спасибо. восхищении. И у меня для тебя есть небольшая заготовка. Я, короче, села вчера, посмотрела видосы. Ну, знаешь, перед тем, как подготовиться к звонку, думаю, дай посмотрю, что там было, что я лопотала в самом начале. Мне кажется, мы сейчас поржем вместе с этого. Значит, смотри, я надеюсь, вам всем будет все видно, значит, смотрим. Это твое первое выступление и моя первая реакция на тебя, первая самая. Все, мы имеем дело с одним из претендентов на победу. Так, давайте я сейчас запишу. Я его запишу просто себе, чтобы знать вообще, как у нас дела называется. А между прочим, получается, это текст его или песня? Нет, что значит? Я не понимаю. Ничего не понимаю. Но ты заметил, я говорю такая, мы имеем, значит, дело с претендентом на победу. Да, да, В да. самом начале. У меня уши, как у лисы просто. Я такая, что сразу? Записываем. Спасибо большое. Записываем, смотри. Я запишу себе его. Мы это видео Всё, смотрели это с вообще сестрой. очень классно. С сестрой смотрели это видео? Да, мне, получается, скинула ссылку, скинула мне Мадина, воно. Она такая, О, да, Фран, ты должен посмотреть. Я такая, хорошо. Мы открыли, сижу с сестрой, и все. Когда вот это, красавчик, вот что такое, о. каждый комментарий, просто там таю сижу. Ну просто смотри, я сразу Ну, начала сейчас записывать. наслаждаемся, да, процессом. Давайте все. Наслаждаемся процессом сначала. Ну, короче, я просто сразу на слух, вот реально, у меня уже что-что, как бы чуйка, я ей доверяю всегда, я все время, как бы, ну, стараюсь как-то, знаешь, объективно оценивать. И, короче, это было просто так забавно, что я говорю, мы имеем дело с претендентом на победу. Причем ты вышел вторым, по-моему, да, в первом выпуске. Третьим, да. Третьим, да, ну то есть еще не все участники были понятны, но я уже поняла, что как бы мы имеем дело с претендентом на победу. Значит, Да. дорогие мои, для тех, кто пропустил, да, я сейчас, значит, расшарю теперь второе, значит, кусок, почему мы, собственно говоря, с Давраном собрались. И как бы, да, называется склейка, значит, через 3 выпуска. Что мы А. имеем? Глаза. Да, это вот я кратко для тех, кто не в курсе, ввела, значит, что происходит. Значит, на первом выпуске я говорю, типа, мы имеем дело с одним из финалистов, в третьем выпуске вылетает Давран. Ну, по моему лицу все понятно в целом, там, знаешь, как бы я с мимикой всегда, значит, на широкой ноге. Вот, очень короткий путь у тебя получился, конечно, прошло практически полфинала, ну, то есть, точнее, половина эфирных дней, значит, конкурса, Да. а ты ушел так рано. То есть это такая, как бы, неудача в смысле того, что, по моему мнению, естественно, должно было быть сильно больше эфирных дней, да. То есть я не говорю про то, что там топы сразу, финалисты и все такое. Нет, просто для артиста очень важно вот именно эфирное время. И то, что ты по какой-то вообще рандомной просто случайности вылетаешь на третьем туре, понимаешь, это прям вот жесткая несправедливость для меня. Вот, поэтому я, конечно, припухла знатно с того, что так все получилось, конечно. Вот. И нам тебя, конечно, не хватило. Надеюсь, сегодня мы компенсируем эту историю, да? Спасибо. Конечно. И по порядку пройдемся. Давай теперь, ладно. В общем, от грустного перейдем к прекрасному. Все-таки обсудим Мгм. действительно твои таланты, твои заслуги и твое Спасибо. творчество, которое я люблю слушать. Итак, мы Спасибо. начнем с самого первого выступления, которое для меня вот прям супер. Я нашла его на канале официальном. Предлагаю, значит, его послушать. Расскажи мне, пожалуйста, как вот был выбор песни проходил, что было в первый день, вот что ты, как ты к этому готовился?
Ну, конечно же, перед тем, как у нас начались съемки, у нас где-то в течение месяца, но опять же, у каждого из артистов был разный срок, опять же, из-за того, что, наверное, кого-то позже нашли, кого-то раньше нашли для конкурса, и так получилось, что некоторые там очень близко к сроку вот приезда в Астану нашлись, допустим, вот Малазика Ясмин, насколько я помню, она вот прям в очень кратчайший срок она начинала подбирать песни под каждый тур. И у меня больше, наверное, ушло время ожидания именно от подтверждения моего правительства, что вот мы идем, участвуем, да. И Это все как все через это них подается, да? Это все через них подается, да, по-разному. участие? Просто у нас чаще всего любого формата вот, выступления, особенно международные проекты, у нас Да. все это согласовано с Министерством культуры, все идет по протоколу, все по правилам, чтобы все было аккуратно. И, конечно, подтверждение мы получили, это была огромная радость для меня. Я благодарен, что нас правительство одобрило мое участие, да, дали мне такую возможность представить страну, чтобы наш флаг был на этом проекте. Это для меня огромная честь и один из незабываемых моментов, потому что, по сути, мне, если так посмотреть, из опыта такого рода проектов среди всех участников у меня это первый такой опыт такого формата конкурса. Такой Потому крупный, что международный, с эфиром на телеке, вот это, да? да, потому что у них есть за спиной, то есть проект там X Factor или же Голос или другие какие-то проекты, а это что-то вот впервые для меня было. Из-за этого это было эмоционально очень, ну, давило на меня, потому что это вдвойне ответственность. Я и для себя это такой опыт огромный, и как бы представить свою страну, это как бы не упасть лицом в грязь. Мгм. А, и как все это выбор песен, например, нам дали полностью категории, то есть тематика на каждый эфир, и мы должны были отправлять свои выборы. Конечно же, все это было по согласованности с музыкальными редакторами проекта. Бывало такие моменты, ладно, к этому я попозже. Например, первый тур, это, как вы уже знаете, это авторские песни, все исполняют свои песни. Ам, я эту песню написал ровно год назад для совершенно другого фестиваля, на который меня так и не отправили. И вот эта песня, она стояла, ждала свой Годилось. момент. Да. Да, и в итоге я отправляю эту песню. Песня, на самом деле, кстати, про что? Так как Это мне перевод... надо все рассказывать, да, потому что ты же понимаешь, что я вообще не Да, би да, не би, да. не кукареку. Вот, получается, вот как раз вы задавали вопрос, это слова он написал или же музыку? Музыку, мелодию, все это написал я. А слова я тоже написал на эту песню сам, но на английском языке. Изначально песня была на английском языке, называлась она Ancestors Calling, как предки зовут. М. Но когда мы подавали на этот конкурс, мы отправили эту песню, музыкальным редакторам очень понравилось, и они сказали, может быть, вы ее переведете на свой язык. Я очень скептически отнесся к этому, потому что уже как бы слух привык к первоначальной версии. Эта песня очень важна, наверное, сейчас, потому что у нас такая тенденция, вот технологии все растет, мы прогрессируем, мы порой забываем о своих корнях, о своей нации или вот о прошлом, о предках. Но очень важная такая тематика о том, вот, что вспоминать свою кровь, да. И вот такая песенка вышла, Слушай, получается, ну, для... ну, это просто, получается, очень пересекается, на самом деле, даже с ценностями по моему каналу. Я сейчас удивлена, потому что у меня весь канал заточен именно на такой, как бы, код корней, да, что вот я все время, ну, я люблю очень фольклор, то есть я как бы, вот в академии, например, вообще ничего не понимаю, да, то есть там у soul jazz, как бы, окей, у меня есть там какой-то базовый минимум образования, я там что-то соображаю, но меня всегда меня тянуло именно к фольклору. Когда вот ты говоришь, что опять обращался к корням, и что вот это вот все, это прям супер мэчится с каналом. То есть, и насколько человек всегда раскрывается именно в своем фольклоре, это, мне кажется, заслуживает отдельного внимания. Типа, когда мы ну, пробуем другие какие-то жанры, ну, типа, это может у нас классно получаться, все здорово, но когда ты идешь именно в свое корневое, как бы в Да, традиционное, с какими-то посылами, это вообще человек просто на сцене выглядит по-другому. Это удивительно, как это работает. это Раскрывать с да, другой совершенно стороны. согласен. Совершенно согласен.
И этот Ну, это ж симбиоз очень круто. по-другому звучит, мне кажется. Вот когда свое добавляешь на более такую западную технику пения, это уже как-то другие краски же получает. Ну и народ больше народу поймет, понимаешь, потому что традиционные штуки не всегда всем на слух ложатся, да, если другая А, культура. А когда ты это немножко современниваешь, так сказать, ну, новый подход современный делаешь, то это больше на ухо ложится и всем вообще вокруг. это да. Ну и слушай, отдельно хочу отметить, конечно, это очень круто, потому что со своим материалом в эфир попасть, это, блин, вообще дорогого стоит, потому что перепевать бесконечное количество там понятных известных песен, ну как бы мы это уже видели 10 раз. Я так люблю Да, да, всегда за то, что хочется что-то нового, что-то интересное послушать. Ну, когда свой материал, это вообще просто супер. Я считаю, это большая да, удача, что ты смог презентовать свою песню вот в да, на самом первом деле. эфире. Ну что, послушаем? Давайте. Давай. Да. Минутки самолюбования. И давай, кстати, на ты, потому что я тоже начинаю смущаться. Давай на ты. Окей, на ты. Ладно, поехали. Первый номер. А что за мальчик, кстати, у тебя там был? Это актер, которого подобрали, конечно же, организаторы. Очень такой смышленый, талантливый мальчик. Да. А, Он очень быстро схватил вот эту тему, которую нужно показать. И я не знаю, я бы в его возрасте смог бы так с каменным лицом смотреть в лицо взрослому и не заулыбаться. Он прям хорошо держался. Да, но он как бы ассоциировал тебя в детстве, да? То есть вот это вот Да, история да. со своим. Чем-то Ну, даже нет, похож на мое детство. да. Ладно, ну все, давай послушаем прекрасное. Ой, он в слезах все время сидел, это вообще. Вот это место очень красивое, вообще прекрасно. Ребенок реально смотрит такой. Ой, молодец. Эй. Слушай, я вот по второму кругу, уже по 10-му пересматриваю. Я, знаешь, что хотела отдельно подметить, что, ну вот лично мне, например, видно,
что как бы ты выделяешься на этом конкурсе. Это сейчас не лезь, это просто тебе вот по факту констатирую, да, что Спасибо. вот реально, когда человек не замучен этими конкурсами, понимаешь, то есть вот чувствуется, что это твой какой-то либо первый опыт, либо начало пути, ты еще не загружен всей этой штукой, да, вот этими конкурсными историями. Ты настолько вот фреш, понимаешь, Да, вот да. настолько свежий, в тебе столько рвения, столько вот этого желания, понимаешь, ну, как бы это очень, если честно, видно. Плюс ты такой Да. еще юный, понимаешь, ну, это как будто просто вот дитя света, понимаешь, ворвался на конкурс. Но это правда, очень сильно видно. Я знаешь, что хотела спросить у тебя? Вот ты говоришь, музыку и тексты написал сам, да? Мгм. Вот объясни мне, как это работает, потому что у тебя красивое произведение вот это получилось, и сам Спасибо. ты исполнитель, а я, например, все время, ну, знаешь, как-то типа, то есть я вот, например, понимаешь, что есть люди-исполнители, но они вообще не могут писать музыку, ну вот у них нет М. такого, да, они могут ее исполнять, вот им напиши, принеси, они типа все сделают, выполнят, а ты как бы и поющий человек, и при этом написал мелодию такую красивую. Спасибо, Карин. Как Спасибо. это, Ну, как это работает? Объясни, объясни мне, пожалуйста. ну, я окончил Туркменскую национальную консерваторию имени Майи Кулиевой именно по классу композиции. Так что по специальности я композитор. Ах ты, вот оно что! А. Я ни разу не получал уроков по вокалу. У меня с детства, я родился в семье музыкантов. У меня мама была пианисткой, папа играл на тубе, сестры тоже очень музыкальные, у меня две сестры старшие. То есть мы из детства я вот копался в музыке, я был окружен именно музыкой. И я тоже ходил в музыкальную школу, но по классу, именно по кларнету учился. По Ничего вокалу я ни разу не получал уроков, да, именно к пению любовь у меня пришла, наверное, с конкурса Евровидения, когда я, наверно, впервые в 14 или в 13 я смотрел, по-моему, в 13, когда Дина Гарипова участвовала от России. И вот тогда у меня любовь к этому конкурсу, это так завораживало меня, то, что такой музыкальный, наверное, праздник, вот где вот красочно, разные песни, разные культуры. Вот после этого мне как-то стало интересно попробовать себя именно в роли певца. И вот доигрался. Ну, это, конечно, комбо, потому что, не, я, конечно, понимаю, что талантливый человек талантлив во всем, но просто я удивлена, что у тебя, ну, вот реально, потому что бывает такое же пустословие получается, когда люди пишут свои песни, мы же много раз видели, когда там артистам приносят материал композитор, это сразу видно, когда пишешь сам, там, ну, слабее сильно, видишь, а у тебя, Да, оказывается, ты вообще на композитора учился. да. Обалдеть. Вот ты даешь, конечно. Я поняла. Теперь мне стало понятней. Теперь мне стало понятней сильно. Ну, слушай, ладно. В общем, первое выступление мы с тобой посмотрели. Оно, конечно, мне сразу как-то, знаешь, дало надежд, что вот, сейчас бы так все миленько, интересненько. Ну, как бы ладно уже, бог с ним. Значит, это вот два момента, да, которые я хотела отметить. Значит, давай перейдем. Кстати, да, ты мне, может, расскажи побольше, о чем текст песни сам. То есть, какой смысл ты туда закладывал? Потому что у меня же перевода нету. Сам по себе песня даже здесь, это вот название песни, которое написано «Иштиам Олары», это первоначальное название песни, что дословно перевод это «Слышишь ли ты их?». Я позже это перевел как «Зов предков», но думаю, когда будет релиз, я уже напишу как вот «Зов предков», «Голоса предков». Потому что, ну, как-то грубоватенько звучит на туркменском, то, что «Слышишь ли ты их?», слишком долгое название. Но это просто ключевое такое слово, которое очень часто повторяется в припеве, где он поет, то есть слышишь ли ты их, чувствуешь ли ты их, они рядом, они в крови, они в наших венах, и на их голоса, они нас подталкивают идти в светлое будущее, у них огромная надежда на нас, и как бы вот не надо подводить их. Да, ой, как круто. Я поняла. Слушай, я знаю, что хотела спросить. Ты же ее будешь выпускать в релиз, получается, в ближайшее время? Или, может, ты что-то как-то планируешь в альбом Конечно, добавить? Расскажи про да. план. В планах сейчас очень много интересного. Конечно же, в первую очередь будет релиз этой песни, будет релиз во многих платформах. Наконец-то будет отдельный YouTube-канал у меня, где будут все мои выступления, потому что, да, это надо, Поздравляю. надо.
Именно этот конкурс, я чаще всего... У меня есть своя аудитория здесь, в Туркменистане. Я исполняю на концертах с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана. То есть очень много концертов, на которые приходят люди, много записей, видео. И здесь, наверное, особо до меня никогда не доходило, что вот важно маркетинг для каждого артиста. И именно этот конкурс Silkwood Star, наверное, помог мне понять, что очень важно иметь вот наглядное портфолио, где вот люди могут в твоих социальных сетях видеть, кто ты есть, что ты из себя представляешь. Вот, так что я начну больше работать над своим маркетингом. Будет очень много релизов. Сейчас работаем над авторскими песнями. После выхода этого конкурса очень много туркменских певцов и рэперов начали писать, они хотят со мной сделать фит, и вот сейчас в скором времени будет много релизов с ними тоже. О, ну то есть мы ждем этой истории, да? Да, да. Очень Этот, здорово. этот конкурс на самом деле очень был не только хороший опыт, но и, наверное, хорошая реклама и для меня в своей стране, и также, чтобы была аудитория из других стран тоже. В общем, это очень полезный конкурс был для меня. Ну, то есть даже 3 эфирных дней хватило людям, чтобы понять, В каком-то плане, да. Да, что все окей. Слушай, ну это да. классно, конечно, да, это, конечно, круто. Я думаю, что надо обязательно, конечно, YouTube-канал заводить, потому что я тоже очень часто такие ребята классные появляются на конкурсах. Вот вас, да, сколько молодых там вообще. Чем мне понравился этот конкурс, что куча свежей крови, знаешь, вот люди, которых я не знаю, они поют, и они такие все голосистые. Я думаю, боже, а как мы выбирать будем? Что происходит? Понимаешь, здесь Да, да, да. паника просто, типа, ну ладно, объективно, там понятно, кто должен просто условно выше пойти, кто должен там чуть-чуть ниже. Все. Да. Потому что так У вот нас выделять. Да, у нас тоже такой вопрос был. То есть вначале, конечно, дружеская атмосфера, ты не чувствуешь конкурс, даже какое-то время переживание пропало. И мы долго вот между собой, когда разговаривали, мы думали, а кто дойдет до финала, потому что, ну, каждый из исполнителей ну, индивидуально хорош. Мы отличаемся друг от друга, и это огромный такой тяжелый выбор для жюри. Я не знаю, что они испытывали. Но мне кажется, это был тяжелый выбор для них. Ну, конечно. А с кем ты на проекте больше всего подружился? Я так понимаю, с Мадиной, она там что-то плакала, Да. бедная, когда... Блин. Да, но на самом деле они... Мадина часто она такая болезненно тоже переживала со мной мой уход. И она говорила, я каждое интервью про тебя говорю. Я такой, окей, спасибо. Мы Да. созваниваемся каждый день. Мы поддерживали ее даже когда мы улетели оттуда, съемки продолжались. Каждый день узнавали новости, что, чего, новые сплетни, новые давай рассказывай, что, как идут подготовки. Очень близко сдружились с Мадиной, с Сабиной с Азербайджана и с Автандилом с Грузии. Мгм. Вот у нас с ним такое братское прям такое отношение прям было, и поддержка к друг другу у нас была огромная. Мгм, мгм. Да, слушай, ну я на самом деле, у меня тоже получилось заобщаться и с Мадиной, и с Авто, как бы я тоже ребятам пишу, все время сейчас еще победы желаю, они же как бы отсняли этот пул весь, да, 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 сейчас да, только да. финал будет в прямом эфире, типа, проходить, а так вот этот момент, конечно, я тоже с ними там обсуждаю часто, просто все время видишь, как бы, что у Мадины ситуация, что, знаешь, как бы я вижу со стороны, что материал не особо ей подходит, то есть они как бы, конкурс, конечно, руководствуется, говорит тем, что, типа, ты сам выбираешь, но ты же сам говоришь, там есть музыкальный редактор, конечно, они Да, тебе да, да, конечно. материал утверждать или не утверждать, поэтому тоже не всегда удачно. Авто бедный вообще заболел, понимаешь, то есть тоже вот, ну, Да, это такая подстава просто во время конкурса схватить грибок еще какой-то, то есть там одно дело подболеть, другое дело, то есть одно да. дело ты просто заболел, а другое дело, когда тебе еще восстановиться на это надо, ну, короче, а у тебя Да, конкурс, да. У это, него конечно, потому что еще и климат у него же более влажный в Грузии, а в Казахстане все-таки более сухой, такой он резкий континентальный климат, так же, как и в Туркменистане, в Узбекистане. У него все-таки климат более влажный в Грузии, из-за этого для него тяжело было адаптироваться в вот такой сухой климат Казахстана. У нас все-таки в Туркменистане все-таки более схожий такой климат, у нас резко континентальный, из-за этого особо мне это не дало, да, вот влияние на голос. Мгм. Но вот ему было очень тяжело привыкнуть, из-за этого у него прям это дало знать по здоровью. А лично у меня, например, была паника первые дни, как мы приехали на конкурс. Я приехал без голоса. У меня
там, я не знаю, просто атас, у меня паника, со мной была менеджер Гульнар Гульназарова, я бью в колокола, я говорю, все, я не знаю, как я буду выступать, там 2 дня до эфира, до съемки первого эпизода, получается, у меня было очень много, такой график плотный, много проектов, много государственных концертов до вылета в Астану, и получается, я уже такой весь дохленький еду. Плюс у нас не было прямых рейсов, то есть у меня еще именно переезд тоже меня подшатнул. Это вот через Стамбул, 8 часов ожидания, потом сразу же с дороги Ой. приходить на репетицию. И мы понимали, что нужно найти хорошего фониатора, провериться. У меня там на связках мозоли, не мозоли. То есть Узлы? узлов не было, но у меня А, были на связках мозоли. И из-за этого нужно было предпринимать что-то, чтобы я выдерживал. Вот, ну смог просто ты знаешь, выкрутиться, это сел. удивительно, потому что вот я очень часто с ребятами общаюсь, ну, то есть такая классическая история, приехать на важный конкурс и заболеть. Блин, это, это просто бич Это всех да. ребят, потому что, во-первых, нервы, связочка Да, тоненькая, психосоматика тоже. да, все влияет, настроение, выспался, не выспался, просто покушал, не Да. покушал, ну, короче. Ну вот я даже сейчас вот уже какой вот, наверное, 100 раз уже смотрю это выступление первое. Вот первое выступление мое будет самое мое любимое, потому что это первый опыт, первый раз выйти на такую сцену. И по сей день я это заново переживаю, мурашки по коже. И мне кажется, вот пройдет 10 лет, я буду смотреть на это видео, не знаю, наверное, со слезами иногда на глазах будет подступать. И я буду смотреть, какой я был такой зеленый, такой свежий, молодой. И вот прохожу первые такие шаги на этом конкурсе. Да. Очень теплые воспоминания. Да, много стресса, много закулисных моментов, но это тоже есть опыт и то, что делает нас новой версией себя. Но зато это такой, я говорю, очень трепетный период, потому что ты смотришь, ты такая вот искренность здесь, знаешь, то есть вот не подставная, ничего. Видно, что вот человек на чистых вообще, на чистом сердце Да, выходит, просто старается, ему хочется, это горит, и ты как бы юн настолько. Ну, короче, это вообще, если честно, это очень подкупает. Ну, как бы я это со стороны, с экрана разглядела сразу. Типа, видно, когда выходят профики, они знают, вот Саро в этом смысле. Я все да, время да, говорю да. на эфире, что типа Саро хорош, но проблема в том, что еще Саро знает, что он хорош, знаешь, типа, и он просто на двойном едет. Это то. Вот это видно, как бы опыт сразу поехал, понимаешь? Вот, поэтому, а здесь у тебя такая трепетная очень история. В любом случае, как бы, я надеюсь, что ты не будешь в старости сидеть, вспоминать с слезами на глазах, мы будем тебя смотреть на каком-нибудь крутом, знаешь, типа Это, Евровидение, там, ну, что-нибудь такое, да, вот какой-нибудь такой вообще это, еще больше международный конкурс, и вот там, чтобы ты там сидел со слезами уже с кубком, понимаешь, вот этого, да, это будет начало пути, да, как бы романтическое. да, твоими устами, чтобы так и было. Твои слова да богу в уши, да, вот. Да, 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 да. Ладно, давай перейдем ко второму номеру. Этот мне номер Ах, действительно тоже у тебя больше всего нравится, реально. Еще со своей музыкой просто топ of the топ, понимаешь, как бы свежачок, как говорится. Это я обожаю. Так, у нас есть дальше второй номер твой. Значит, ах, здесь мы, наверное, зайдем на такую неловкую немного тему для меня, в том смысле, что, конечно, я очень впечатлительный человек, и история, которую ты туда закладывал на второй выпуск, как бы, ну, в общем, серьезная тема достаточно. И, конечно, для первого опыта вот до такой степени, ну, как бы откровенно подходить и выворачивать душу, ну, ну, как бы я обалдела от этого, если честно. Типа, это очень смелый просто шаг, знаешь, как бы говорить об этом. Вот, поэтому, ну давай, наверное, ты такую предысторию мне расскажи, введи чуть-чуть. Я, в принципе, поняла, о чем да, там речь была, насколько могла. да, да, да. Вот это, кстати, деталь, наверное, это очень хорошо, что все говорили на своих языках, то есть показывать свои ценности, свой язык, свою культуру. С другой стороны, я замечал, что много зрителей хотели бы понять, и, наверное, было бы еще лучше, если найти такой общий язык, чтобы больше аудитории понимала по просмотрам. Очень, очень хорошо придумано было, что, конечно, каждый показывает свой язык, свою культуру, но я заметил, что многие хотели бы это там субтитры какие-то, чтобы они понимали, о чем идет речь, чтобы понять историю каждого исполнителя. Да, это я. А, Но я сам тоже иногда, когда я впервые увидел это с казахским озвучкой, я-то понимаю как-то казахский, и я такой, это было так неожиданно, что эта озвучка была. Было много вариантов, какую песню я мог бы выбрать до второго эпизода, но, как я и говорил у себя в интервью, нашей жизни
наши родители играли огромную ключевую роль в том, чтобы вот во всем, что мы достигли, особенно наша мама, она была вот таким человеком, который вот последнее готова отдать ради своих детей. И очень жаль, что в тот период, когда она сейчас должна пожинать свои плоды своего труда, она не успела увидеть вот это все. И из-за этого я этот второй эпизод, вторую песню посвятил ей в знак уважения и благодарности, что вот она вложила в меня столько всего, и вот я стою на такой сцене. Из-за этого, несмотря на то, что я не смог выдержать это эмоционально, ком в горле всегда мешал мне петь. Я исполнил эту песню, и я доволен, что я смог сделать я выполнил свою миссию. На самом деле очень сложный эпизод был для меня, потому что у меня интервью в слезах, у меня подготовки в слезах, репетиции в слезах, все в слезах. Очень тяжело было эмоционально. Плюс, ну, просто гениальнейший наш режиссер, который работал над всеми картинами, это Анатолий Фролов. Он решил перед съемками второго эпизода, он говорит, давай поставим портрет мамы на столе. Да. И я понимаю, что вот это вот момент, который меня просто вдребезги. Мы долго думали, стоит, не стоит, но в итоге я сказал, ладно, пускай стоит, пускай будет рядом. В итоге, как оказалось, я не был готов к этому эмоционально. Петь, смотря на портрет моей матери, и плюс понимая слова, что я пою, эта песня тоже очень важную такую роль играла, когда ее не стало, потому что эта песня помогала мне эмоционально выплескивать все свои мысли. Ам, и эмоционально я не смог выдержать. Конечно, там были неровные нотки, там я не смог взять все ноты, как я хотел, или всю мелизматику сделать, как я обычно это делаю. То есть технически, вокально я могу руку на сердце поставить и сказать, это был чисто мой слабый такой номер. Эмоционально он был вроде бы как сильный, но даже не буду говорить, кто из жюри, мне сказали там, то есть номер заканчивается, я просто вдребезги. Это в эфире, так как, ну, сокращается все, это не видно. Я там, наверное, почти, ну, где-то, пока ведущий пришел, пока он меня успокоил, я за этим столом просто сидел, рыдал уже, пока уже найти силы в себе успокоиться. Ам, и тут начинается момент комментариев, и одна из жюри говорит мне, ну, вы переиграли. Вот этот момент очень был, наверное, обидно слышать, что, ну, вот в смысле переиграл? Ну, типа, я понимаю, что это шоу, но не все в жизни мерится шоу, и все это показуха, да. Я понимал, что будет такая жесткая критика в каком-то плане с какой-то стороны. Вот, эмоционально, на самом деле, очень такой тяжелый номер для меня был. Конечно же, я ожидал, что чисто из-за вокала у меня будет такой спад на пьедестале, по баллам будет не очень успешный такой эпизод. Но когда я ушел в стресс-рум, и у нас спрашивали свое мнение, я неоднократно говорил, что я уважаю мнение и оценки жюри, потому что все-таки, ну, эксперты свое мнение, им виднее со стороны. Но лично мое представление как об артисте, чаще всего мы начинаем задумываться, что вот певец — это только вот чистые ноты и крутая техника вокала. И забываем, что наша главная миссия все-таки стоит на сцене не чтобы удивлять только, а как бы донести тему. А если мы не переживаем, не проживаем эту песню сами и сами не прочувствовали ее эмоционально, то, ну, и зритель подавно не почувствует песню. Вот тогда я сказал, я почувствовал эту песню на все 100%. Надеюсь, что зрители со мной прожили эту песню. Это самое главное для меня. Остальное меня не волнует. Ну и правильно. А скажи, пожалуйста, там есть же такая история, что немного тюнят запись потом в итоге в эфире? То есть насколько это близко к оригиналу того, что было? Или они подчищают все-таки чуть-чуть? Ну, мне кажется, на телек просто должны тюнить. Они не могут в эфир выпускать прямой звук. Ну, это уже ни для кого не секрет, то, что все проекты, и не только конкурсы, то есть X-Factor, пусть это будет голос, пусть это Да-да-да. будет, да, то есть, который эфир выходит, сперва идет постпродакшн, и потом уже то есть, чистятся голоса, и уже никто не узнает, кто там фальшивит, а кто там на самом деле хорошо поет. Обидная часть, но это все делается, наверное, все-таки же в интересах качества все-таки продукции, это тоже можно понять.
В этом и есть загвоздка шоу-бизнеса, что мы являемся entertainment, что мы для... Что это было на русском? Ну, В общем, знаешь, тут смотри какая. Нет, с интертейментом-то мне все понятно. Я просто еще, знаешь, о чем все время думаю, что зритель настолько привыкает вот к этой идеальной картинке исполнения, забывая о том, что такое живой человек и живой звук на самом деле, да. да, к сожалению. Контекст всегда важен. Эмоции, которые человек во время этого всего испытывает, это тоже важно. У нас же тоже полемика разводилась на тему, я извиняюсь, Адель, да, когда ее критиковали, у нас говорили, что вот у нее выступление, там типа, значит, она там вот тоже лажает, значит, она там тоже не выпивает все ноты. Ты сидишь на них, смотришь, думаешь, ну вообще, вы что, обалдели, что ли? Я не А, понимаю, как бы. То есть сама Адель, ну неужели вам да, непонятно, что когда человек поющий, то человек да, поющий, а дальше это уже вопросы обстоятельств, понимания контекста, всего остального. И поэтому, когда жюри ставили такие оценки, понимаешь, хотя бы даже из приличия, понимаешь, можно было как-то немного эту историю обыграть. Потому что, когда другие участники, например, что меня выбесило больше всего, что когда другие участники попадали в такую ситуацию похожую, они не слышали такой критики, там была и поддержка в их сторону, понимаешь? А здесь такая душещипательная тема, очень личная, понимаешь? И кажется, что вообще неприлично даже, ну, как бы да, говорить какие-то вещи, как-то по этому поводу критиковать. То есть тебе может понравиться, не понравится, но тогда хотя бы промолчи как-то, ну, вот, не обидь словом, понимаешь? То есть вот это базовое уважение хотя бы тоже как-то иметь надо. И тут вопрос даже не в шоу-бизнесе. Дело в том, что люди, которые сидят по ту сторону экрана, они не идиоты. Они понимают все и прекрасно слышат. Поэтому в этом смысле как бы артисту можно быть спокойнее, что на самом деле думающие люди, вот все, что у меня в комментариях пишут, как бы люди все прекрасно понимают. Им не надо ничего объяснять, понимаешь? И чтобы там кто там не говорил, на что как бы там ветка режиссерская не завивалась, как бы, ну, люди в целом понимают, что происходит. И, конечно, даже если это было не лучшее твое выступление, то какая разница, если это было настолько откровение? И ты как артист сделал все правильно, я считаю. Всегда же интересно не просто акробатические этюды слышать, да, хочется да, да, всегда знать да. личную историю человека. И в этом смысле это просто был еще очень такой, ну, как бы сложная тема, понимаешь? Ты ж не там, не то дело, что у тебя там, не знаю, не смог поступить в ВУЗ 2 раза, понимаешь? Это ни в какие рамки не ставится с тем, когда происходит личная трагедия, понимаешь? И поэтому ты, конечно, сам себе, с одной стороны, жизнь усложнил, с другой стороны, это тоже тот опыт, который ты должен пройти, потому что, может быть, в следующий раз ну, как бы, либо ты с другой головой к этому будешь подходить, Да. либо просто не будешь. Ну, просто вот это неблагодарность в ответ, которую ты слышишь, и оценки, которые ты видишь в ответ на такую душесчипательную тему, но они немного ставят в ступор просто, даже меня как зрителя, то есть, ну, у вас слишком много вопросов, да. То есть мне не Да. надо, например, доказывать, что ты там умеешь петь песню, например. Мне все понятно, как бы, мне это объяснять не надо, вот. Но оценки, Спасибо. конечно, были, да, лютые. Ну, ты готов? Будем слушать? Как? Если нет, то ты мне скажи Ну, сразу. а Я не давай, знаю. Ты давай готов, да? послушаем. Нормально? Да, да, да. Ладно, хорошо. Но песня, конечно, очень. Ладно, давай. Слышно? Слышно. Я плакать буду сейчас. Не надо. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what it was today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I hurt myself. Oh, if I had just one more day, I would tell you how much that I miss you since you've been away.
and I hurt myself. By hurting Эх, Короче, я бы просто сижу, я, знаешь, ну, ты все время на себя примеряешь, ну, как бы, вот я бы, например, ну, я бы никогда, наверное, не смогла вот так на сцену пойти, что-то вот такое рассказывать о себе, это что, мать, конечно. Ну, ладно, я не плачу. все, у нас все хорошо. Да, просто, ну, как бы, во-первых, на это, конечно, и силы надо тоже такие иметь. Ну, как бы, мне кажется, я вот с кондачка бы, пойдя на какой-то конкурс, ну, вот фига с два, я пошла бы там рассказывать людям какие-то свои личные истории. То есть одно дело, когда ну, ты пытаешься, и понятно, что твой шанс донести до аудитории в первую очередь, да, вот эту историю, это, конечно, цель оправдывает, как говорится, средства. Фу, вот, но в рамках конкурса просто это вообще, это, блин, такой безбожный процесс, понимаешь? И там Ой, это да. и там как бы такие личные темы поднимать, ну, это, конечно, надо иметь смелость определенную. Либо отсутствие опыта, знаешь, сыграло нам на руку. И ты вот таким образом зато смог рассказать такую суперличную историю. Конечно, мы, когда выбираем песню, задача редактора, там же огромная команда работает. Это не только музыкальный редактор, это есть и другие редакторы, которые работают над именно той задачей, чтобы раскрыть артиста, исполнителя для зрителей, чтобы они смогли узнать нас из другой стороны, больше услышать про нашу историю. И, само собой, они делают свою задачу, то есть тебе задают один вопрос, почему вы выбрали эту песню? И, конечно, ты скажешь, ну, я выбрал просто вот посвящая маме. А тут уже вопрос за вопросом, а почему маме? А как ее не стало? Вот эта история, вот как она боролась с онкологией. Само собой, понятное дело, что вопрос за вопросом редакторы узнают все больше о нас, и они хотят больше раскрыть эту историю и показать зрителям нас как не просто исполнителя, как людей, проживающую свою жизнь. И, конечно же, я не скажу, что это раздуть какую-то тему, но они должны как-то показать. И иногда это приходится очень тяжело нам самим, потому что эта тема все-таки нелегкая. Ну да, просто есть же определенные вещи, ну как-то есть же более лайтовые действительно темы, на которых ты можешь придумать и что-то действительно раздуть. Но мне кажется, ну ты в смысле не мне кажется, я уверена, да, это базовый минимум просто, что ну вот уже на таких темах точно никто себе не позволит, конечно, наживаться, там раздавать какую-то историю, это слишком лично, как бы. И нужно быть очень с этим аккуратным, вот в чем и дело, как бы, почему понимание там у людей, ну для меня это до сих пор, конечно, загадка и тайна, оценки, которые тебе там поставили. То есть даже если это был тюн, какая мне разница? То есть, условно, я же понимаю, что ты поющий человек. Вот по первому номеру мы это поняли. Все. Дальше просто вопрос вот действительно этих обстоятельств, понимаешь? Ну, как бы человек тоже, которому надо с этим справиться. Ну, в общем, я бы лояльнее просто была бы в этом вопросе. Это было бы, по крайней мере, просто справедливо. А так получилось как-то очень не знаю, как некрасиво. Просто, знаешь, я тоже пришла на конкурс, такая смотрела. Я до этого смотрела, там вообще другие шоу совсем. Вот с Бегимай, там Турузбековой, она тоже из Кыргызстана, очень хорошая поющая вообще, ladies, просто. Значит, она участвовала на нашем конкурсе каком-то там на пятнице сделано, там про домохозяек, короче, полный швах, но она просто реально там поющий человек была, вот они домохозяйки пели, да, и как бы через что она там проходила, как бы это вопрос 10-й. А здесь я пришла вот посмотреть действительно музыкальный конкурс, мне его посоветовали тоже вот мои подписчики, они говорят, вот сходите, там типа Silk Star переделывают, вот он был когда-то, а сейчас вот будет новый. И я захожу первую серию, смотрю, знаешь, думаю, мир, дружба, жвачка, знаешь, то есть это классно, все поющие, все как бы артисты выступающие, вот, а ко второму туру ты уже начинаешь понимать, что, конечно, начинается вот реально жесть и какие-то комментарии. И я вот смотрела первый выпуск, там все такое, знаешь, мир, дружба, жвачка, все поющие, классные ребята. Да, я такая думаю, вау, но со второго конкурса такая, не, все-таки как обычно, знаешь, типа. Тут улыбка у нас пропала на лице, На да? этом моменте ты понимаешь, что все-таки, да, это конкурс, сейчас начнется жесть, по-любому. Да. Мясорубка просто. Ладно, Но давай на самом деле, да. перейдем к мясорубке как раз, да, к нашей, к третьему выступлению. Ты готов? О боже, готов ли я? Переживать это все 10-й раз, прости, что я тебя Ой, заставляю. ничего.
На самом деле, я уже отпустил даже вот это вот грусть. Да? Наоборот, я даже забыл все вот эти моменты и вижу только хорошие детали, плюсы, и думаю, что это в дальнейшем поможет мне. Ну, слушай, ну это ты быстро достаточно, конечно. У меня тоже был один такой очень печальный опыт конкурсный. Но я тебе о нем еще в личке в Инстаграме тогда рассказывала. Но Да. я вот до сих пор припоминаю. То есть настолько абсурдная, нелепая ситуация была неприятная, что, ну, как бы ты просто каждый раз рефлексируешь на этот счет. Вот. Но, ну, как бы у меня-то и жизнь моя не связана по факту ни с музыкой, ни с участием в конкурсах. Поэтому, наверное, я имею право, да, себе так и позволять себя вести. А тебе, конечно, нужно делать выводы просто для того, чтобы мочь двигаться дальше. Понимаешь? То есть это же тоже Это очень важно. Не лишний раз отпустить ситуацию, принять ее с благодарностью, как бы это ни звучало просто моментами. Просто чтобы двигаться нормально дальше. Потому что вот этот негатив, например, если ты в себе держишь, понимаешь, что вот там что обидно, несправедливо, он, конечно, очень много ресурса забирает, у тебя потом, ну, вот, как бы ты и заболеть там можешь все что угодно. Поэтому лучше действительно как бы прощать, отпускать, с благодарностью принимать, делать выводы. Вот, тем более, как бы нам 3 эфиров хватило, чтобы понять, что почем, ты знаешь, поэтому в целом не критично. В целом не критично. самое. Самалтау, да? Ну, расскажи мне, почему выбор такой песни? Ты сам, Дол тебе помогли, что произошло? Ты хотел больше к казахстанскому народу, так сказать, обратиться, переосмыслить выступление? Какая цель, короче? Ну, история, наверное, с выбором долгая. У нас же сколько там эфиров? 9. И предполагалось, что я-то надеялся, что ладно, до финала не дойду, но так хотя бы вот где-то, ну, до середины конкурса я хотя бы успею, да, себя То показать есть в разных ты, командах. подожди, то есть ты не собирался, ну, то есть вот внутри себя ты не думал, что ты до финала дойдешь? Я надеялся, что я дойду. В принципе, после первого эпизода я думал, все, я до финала дойду. Вот такая уверенность у меня появилась. Было такое представление, и такая уверенность прям была. Но вот, увы, не получилось. Впереди очень много так разнообразных таких песен должно было быть. То есть, наверное, больше меня что озадачило, не озадачило. Ну, вот обидно, что я не успел себя показать как разносторонность свою. То есть, первые 3 эпизода у меня такие довольно лирические такие номера вышли. Да. Вот, а показать себя, то, что я и могу одновременно и хореографию станцевать тяжелую, и спеть без одышки, или же там другие свои способности, вот это обидно, что вот не успел показать. Там у меня впереди Худини, Дуа Липа, или же там на Евровидении я подготавливал номер, очень сложная песня, это «Немо» со Швейцарии. Меня слышно? Да-да-да-да-да, я просто пытаюсь вспомнить Немо, а что он пел? Вот. У него там такой паренек в юбке был, он у него Который на и колесе на рэп, и этом, да, что-то там. совсем. Во. И, то есть, и эта песня помогла показать меня с разной стороны. И вот Да. обидно, что получилось, но не успел я все-таки. О, блин, если бы ты Немо спел, я бы обалдела просто, мне кажется. Слушай, это же как раз еще свежая победа совсем. И там действительно, как бы, ну, диапазон, я думаю, ну, умоляю, как бы надо тоже. Да. Я удивлен, что никто не взял эту песню. То есть были такие моменты, когда многие говорят, я хочу этот, а эта песня уже занята. Я так со спокойной душой говорю, я вот беру Немо. Все, она свободна, никто не брал. Как раз и Ну, слушай, это вот такую штуку, мне кажется, объективно мог бы потянуть, типа, авто, если бы он не болел, потому что он же тенор, у него как бы есть этот верх. Но да, ну, как бы, насколько он продутый в этом смысле был бы тоже непонятно. А тебе бы это точно зашло, потому что ты как бы сразу вышел с ноги, показал, что у тебя есть этот диапазон. Ну, как бы, и видишь, вот что да, тоже вот надо смелость иметь тоже. и песня «Самалтау», она готовилась, по сути, для другого эпизода. А эпизод, когда все поют народную песню. М. Вот, но опять же советуюсь с командой, с редакторами музыкальными. Все-таки мне предложили все-таки поставить на третий эпизод песни «Самалтау» как казахские хиты, а уже другую песню исполнить именно на народную песню. Не знаю, стоило ли мне так делать или не стоило. С какой-то стороны я, наверное, доволен, что все-таки я выступил последний номер с Самалтау.
смог, потому что вот на втором эпизоде у многих, наверное, возник такой вопрос, что, может, все-таки вокально не может показать, а Small все-таки достаточно такая песня была, где могло показать меня и вокально. Я даже у себя в интервью сказал, я говорю, жюри хочет вокал? Я говорю, ну, я покажу сейчас вокал. Вот не знаю почему, вот именно на этот эпизод я не чувствовал ни капли страха, ни капли неуверенности не было во мне. То есть это был такой эпизод, в котором я кайфанул на все 100%. И, наверное, единственный страх был вот в конце, когда верхушку нужно было взять. В глазах, не знаю, видно, не видно, у меня там было мысли «спел». Сейчас И посмотрим, да? Такой типа, вот это вот было. Но в этот день, скажу все-таки секретик, была чуйка, что я выхожу. Я вот с утра всем говорил, я ходил, говорил, ребят, я сегодня выхожу. Были и знаки, наверное, и сам это понимал, и чуял почему-то. Из-за этого, наверное, даже если посмотреть ролик, где я выбываю, я уже стою с улыбкой на лице, понимаю, что сейчас будет мое имя. Даже в стресс-руме, когда уже все заканчивается, я уже сидел такой, думал, так, что же я скажу, финальная речь. да ты Вот. что? До Блин, такой ну ты степени, что даешь. вот я чуял, что так будет. А ты вот А, веришь в эту символику, там какие-то штуки, обстоятельства? Как ты к этому относишься? То есть ты прислушиваешься как минимум, да? Стараюсь не обращать на это внимание, потому что не всегда работает. Но вот Да. почему-то тогда меня интуиция не подводила, я понимал, что так будет. Нет, ну это просто было настолько удивительно для меня, в смысле, что, ну, есть же объективные причины, есть необъективные, да. Ты, когда заходишь вокалистом на конкурс, ты понимаешь, ладно, окей, я там не первый, я там не второй, там, ну, условно, да, ну, типа третий норм, знаешь, ну, то есть ты же как бы самокритика, все в порядке, ты же понимаешь, как бы Да. есть, когда кто сильнее, кто нет, да. И когда такие вещи происходят, и ты еще говоришь, что ты к этому готовился, ну, для меня, конечно, нонсенс просто. Я просто врасплох была, застала. То есть я даже в моменте на эфире, я так припухла, что я даже не смогла как-то негатив свой выразить, там просто, знаешь, типа записала просто с таким лицом, там что-то доболтала, и потом, значит, я выключаю запись, и я сажусь на коня реально, и мне просто начинает бомбить, и думаю, да они там все вообще офигели, что это такое? Знаешь, типа, следующий выпуск, на следующий день, я напоминаю, первый выпуск, а у нас Даврана нету. То есть я потом каждый выпуск просто вот так накручивала на вентилятор просто, потому что, ну, как бы, ну, это же международный конкурс, ну, как бы, ну, то есть то, что я смотрела до этого, там все понятно, там была местечковая, знаешь, такая история, домохозяйки, там туда-сюда, ну, короче, там вообще называется, творят, что хотят, понимаешь? Вот, а когда это происходит на международном конкурсе, ну, как бы у меня просто как у зрителя вопрос, то есть, ну, понятное дело, что это как бы мое мнение, но вот у меня тоже в комментариях, да, тоже люди, естественно, такие, типа, что вау, как это так произошло, то есть, ну, просто есть объективные причины, как бы, да. И вот это для меня было очень удивительно. Почему ты к этому готовился, и одному Богу известно, я не знаю, но для я вообще, ну, то есть, все что угодно я ожидала. Я ожидала, что Тамга выйдет раньше, такое могло быть, да. Ну, как бы, вот такие вот вещи как-то. Ну, Да, ты точно. Тот, которого в лидеры записали с первого выпуска. В этом, как бы, спасибо. понимаешь, вся абсурдность ситуации. Вот в чем прикол, типа. Но я, наверное, еще больше начинал убеждаться в этом, когда все-таки вот я все спел, у меня тут такой настрой, ну все, сейчас ну хотя бы десяточки получу побольше в этот раз, и смогу, ну на третье место я не вернусь, но хотя бы в пятерочку меня поднимут. И тут, когда мой страх все-таки вот я боялся чего, это сравнение. Этого мы все-таки никак не избежать. Я понимал, что будут сравнивать с Димашем. И было сказано, что ну вот не было бы Димаша, ты крутой пацан, но вот, увы, сорян, Димаш есть, но не дотягиваешь. Я, наверное, ты понимаешь, что хорошо, зрители, увы, мы люди все в сравнениях начинаем понимать, анализировать. И хочешь не хочешь, когда такие именитые, берешь такие именитые песни таких известных певцов, по-любому тебя будут сравнивать. Но когда это ты начинаешь слышать, наверное, от профессионала, это уже немножечко странно, потому что ты понимаешь, что ты пришел не на шоу пародий, ты пришел показать себя. И ожидаешь, наверное, все-таки аналитику твоих способностей, а слышишь другое сравнение. То есть ты уже начинаешь понимать, что, блин, ну все-таки это произошло. В этом-то и И прикол. вот, да, и получается, ну раз уж мы будем сравнивать, я уважаю Димаша, и я понимаю, что ну, это его уровень, это другое. Но если мы будем
сравнивать меня с Димашем, давайте тогда сравнивать все песни. Мы же поем все не авторские песни, а исполняем песни других певцов, но мы же не сравниваем. И тут Да, уже начинаешь думать, типа, ну как-то уже двоякие стандарты идут тут. в том-то и дело, понимаешь? То есть тут же есть два тейка всегда к такой штуке, типа, можно опереться в одну сторону, сказать, что ты не спел как Димаш, да, а можно опереться в другую сторону и сказать, блин, ну ты пел как Димаш и не внес ничего своего, это была не твоя интерпретация этой песни, А, да, и за это тоже можно как бы схватить по шапке, грубо говоря, да, и когда вот, в любом случае, априори, когда человек выходит солист, типа, петь песню, он же поет ее по-своему, и в этом как бы твой запрос, это же логично, что, типа, да, ты должен сделать свою версию того, как ты бы исполнил эту песню. Это, да, по-моему, на поверхности просто, да. да. Ну, опять же, даже в конце, когда мне дали финальную речь, я сказал свое мнение о том, что, ну, то, во что я всегда верил, верю и буду верить, настоящий справедливый судья — это зрители. И для меня изначально такая главная задача и миссия, с которыми я прилетел в Астану, это была вот именно найти место в сердцах у телезрителей и зрителей, которые смотрят. Это главная задача для меня. Потому что конкурс закончится, там и трофей у кого-то, у одного из нас будет там дома стоять, но вот именно воспоминания от исполнения остаются именно у зрителей, и это самое главное. Да, да, да. Ну, это правильно. Слушай, ну, опять же, на телеке, конечно, это все одна история. Но я говорю, YouTube обязательно заведи себе, да, как-то вот эту историю надо хотя бы выкладывать, потому что очень часто вот даже Бигги Майя на такие сливки собирала в тот период, да, когда вот она участвовала на конкурсе. У меня там просмотров было на канале, ё-моё, по 500 000, понимаешь? Но у нее на канале вот не было ничего оформлено, то есть человек просто, ну, короче, надо заранее газетки подстелить в этом смысле. Да, К сожалению, времена нам диктуют такие правила, то есть, ну, ты не да, можешь быть человеком без вот этой истории по пиару, по маркетингу, ну, просто хотя бы выкладывать это куда-то, да, что вот да, официальный канал. Конечно, обязательно заведи, сделай, мы всячески поддержим, вот, спасибо. и да, я ну, как бы и потом в дальнейшем, если ты на другие конкурсы, когда пойдешь, и тебе это очень пригодится, конечно, для будущего портфолио такое вот свое, понимаешь, собрать как раз на канале. Ну что, ладно, давай смотреть, да? Финалитика, фаталити. Ах, давай. Поехали. Мне нравится, вот как из дыма так выходит силуэт. Да, да, да. Ну, Ага. я говорю, там сценарий аж нормальный. Ну, вот в этом смысле, кстати, вот тоже, пускай, блин, пока оно грузится, сейчас я чуть-чуть, может быть, качество поменьше сделаю, то он еще Ага. 1080 бедный поплывет. Я просто хочу отдельно отметить, что, типа, на самом-то деле аранжировки были очень классные на конкурсе, да, типа, сценически все классно сделано. Я отдельно каждый раз респектую реально вот этим ребятам, кто сидел в Да, бенде, играл. Очень качественно, все к месту, понимаешь, все так складненько. Они прям, ну вот, шарящие люди. Вот же бывает же да. иногда аранжировка и просто испортят нафиг все, понимаешь, там. Или сделают ее какому-то, что ты пустой, одинокий, стоишь просто, ну там тебе пук-пук на фоне просто, и ты не знаешь, как вообще это. А они в этом смысле реально очень классно аранжировки делали, поэтому это действительно было музыкально классно. То есть, ну вот именно вот как бы суть конкурса, она, конечно, классная. То есть вот реально классный музыкальный материал, классные идеи выпуска, реально. И традиционные штуки показать национальные, у каждой свой. То есть концепт вообще классно прописан, да? Очень, Но очень. вот эта штука с разборками жюри, как бы это вообще просто, ну это вот какая-то отдельная история. Мы ее не хотим слушать, да, как бы эти вот сплетни нам не нужны. Так вот, как продукт, на самом деле, это очень классная штука получилась. Не, на самом деле, да, организация — это прям респект. Я по сей день и пишу, и да, вот общаемся. Нет, уровень реально хороший. То, что вот, как ты сказала, не испортить, а наоборот, вот по-своему это все звучало реально классно. Я прям огромное уважение музыкантам, и редакторам, и стилистам, и всем ребятам, которые работали за камерами. Да, да, это правда получалось очень хорошо, реально международный уровень. И главное, идейность есть классно, то есть каждый день разный. Это такая штука. При этом не просто там перепевать бесконечные популярные песни, там всегда тематика была, что культурный пласт Да, показали. Ну что, как не международный конкурс, может вообще эти штуки раскрыть? Типа в этом да. смысле, конечно, претензий нет. Осталось только эту кухню убрать, понимаешь? Тогда вообще все идеалури будет. Ладно. Так, ну что, готов, да? Поехали. Я надеюсь, прогрузится в этот раз, блин. А этот дым, он же сушит очень горло вообще.
شبردم گنام قصه دارانه محرمیرم Attısını der yerde Asıl soyadım ne Ondaş bunlar görünme Bu yolları öğrenme Attısını der yerde Asıl soyadım ne Ondaş bunlar görünme Bu yolları öğrenme Ay 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 До груди, я умоляю. Вы это слышали? Все, я тут уже такой, фух. Да, да, да. Ne bolor esker volopay Gerçek А я красавчик. Хорошо, хорошо, лучший. Ну, кроме шуток, реально, потому что ты это брал. Я почему-то забыла этот момент, то есть ты ж на груди его, оказывается, даже взял. Да, А у тебя к тому времени уже были мозоли на связках? уже потихонечку я начал открываться. Ты довольный, конечно, ничего не могу сказать. Ну, потому что... Ну, репертуар твой, то есть, ну, выбор песни действительно классный. Мне еще очень нравится, как ты двигаешься на сцене. То есть у тебя же есть что-то какая-то хореографическая история, да? Ну, потому что ты супер гибкий, ты прям вообще амплитуд, ну, так люди как бы, ну, не двигаются обычно. Есть? Ну, да нет, не было, вот под этот номер не было особо какой-то хореографии, то есть Нет, как я чувствуется. имею в виду, что ты сам по себе танцуешь еще параллельно, или да, как это? да. А если поставить хореографию, я очень быстро схватываю. Ну, по тебе видно, потому что такой плавучий, у тебя такая амплитуда, как бы прям, видишь, мне кажется, ты еще такой в этом смысле вот реально пластичный, типа, еще и песни сам пишет, ну, конечно, не знаю, нет. Это не то, чтобы хвалебное интервью, просто, ну, я думаю, блин, человек и песни пишет, и двигается на сцене, пожалуйста. А главное, ты еще такой молодой, понимаешь, ну, то есть, вообще, конечно, ну это заслуженно, ничего не могу сказать. Спасибо. Да, ладно, так ты на груди еще брал-то, точно, я даже этот кусок забыла, обалдеть. А как раз в тот день у нас новый жюри, Атаджан Дашимов, ой, Бердыев, извиняюсь, Атаджан Бердыев, вот, Да. он такой у нас знаменитый вокалист. Я помню его реакцию, когда все закончилось, он такой говорит, ты что это такое? Говорит, я не успел прилететь, говорит, ты вылетел, говорит, это проклятый какой-то. Нет, причем вот на таком-то выступлении, то есть, конечно, да, это можно 10 раз обсуждать, конечно, но это, ну, нет, у меня слов нет, конечно, как это было не объективно, но, короче, ладно, не будем реально на это уже обращать внимание, бог с ними, бог с ним судья, вот, номер получился реально очень классный. Я, кстати, слышу здесь твою интерпретацию, у меня не было отсылки прям... Карин, ты застыла. Да? Что тут? Да. Короче, у меня не было никакой как бы проблемы с тем, чтобы ассоциировать тебя с Димашем. Это абсолютно отдельно, хорошо, нормально ложится типа, на слух. То есть, опять же, если бы ты выходил петь, может быть, SOS, например, да, вот тогда бы действительно была проблема, потому что этот SOS, естественно, уже, ну, как бы всех прямая ассоциация. А такая песня, ну, как бы, я не знаю, это уже за уши притянуто, понимаешь? Да.
Потому что это традиционная народная история больше, чем относящаяся к какому-то человеку. Что ж нам теперь тут никому не петь калинку-малинку, там, я не знаю, ну или что-нибудь. Ну, как бы. Я согласен. Да. Да, ну ладно. Так получается, сколько ты вот всего? То есть ты жил там, получается, во время конкурса, или вы прилетали все время на запись? Как это было? Не, мы там все жили, да, получается, мы остановились все в отеле. Съемки проходили почти месяц. Мы все приехали в конце августа, 20 какого-то числа. Да. И вот все 9 эпизодов были отсняты до 22, если не ошибаюсь, сентября. Съемки закончились, все разъехались, и вот как раз 20 сентября начали каждую субботу этот в эфир все выпускать. Конечно, я уехал с огромной грустью. Грусть не то, что я вышел с проекта, а грусть именно было то, что приобрел новых друзей, новые знакомства, и я больше скучаю именно по этим воспоминаниям. И это больше всего меня расстраивало, не то, что я там не дошел до финала. Атмосфера именно, да, что была? Атмосфера, да, и я не успел насытиться этим адреналином. Хотелось бы еще так нервишки себе так помотать. Вот. И когда я приехал, конечно же, для меня вот опять смена атмосферы, вот то, что вот ты вечно вот в бегах, подготовке, репетиции, плюс я помню даже, до конкурса 2 месяца держал себя на диете, я ничего вредного не кушал, я не пил вредное, там, газировки там, или еще что-то прочее. Я помню, первое, что я сказал, когда вот съемки закончились, мы за кулисами идем в стресс-рума, я кричал: я хочу кушать, идем в Мак, кушать фастфуд. Меня сразу отвезли мои друзья, откормить меня там, Мадина, Сабина, там ребята с организации, они такие: все, подкармливаем. Вот. Ну, конечно, друзья все звонили такие. Я так короткое сообщение написал после каждой съемки. Я писал там: все хорошо, или там я выбыл. Для всех был это шок. Конечно, там семья очень болезненно это все проживали. Я, наверное, ждал все-таки вот выпуск этих эпизодов, чтобы все-таки в голове, конечно же, у тебя мысли, ты начинаешь это прокручивать, действительно ли по заслуженности ушел, может, я что-то не так показал себя, может, нужно было что-то другое выбрать. И опять же, я ждал то свое не оправдание, а доказательство моих слов, что все-таки важнее всего найти место в сердцах у зрителей. Вот когда вышли эпизоды, я уже смотрел комментарии, и людям это зашло, и все запомнили, все заметили. Это очень было приятно, что все-таки я не зря трудился, я нашел на самом деле место в сердцах какой-то аудитории, а потом увидел твои реакции, я говорю: ну все, вот все, я уже спокоен, я свою миссию выполнил. Не, ну видишь, как бы я ж тоже совершенно случайно, то есть не то, чтобы у меня там какие-то вообще когда задачи были, и более того, на моем канале еще не было такого, знаешь, чтобы я прям с участниками могла поговорить, то есть я, конечно, всегда, я как просто, не знаю, если бы я там была, ну я, короче, ну я вредина, если честно, я всегда на стороне именно исполнителей и ребят, типа я очень за них переживаю, мне вообще по барабану, что происходит на конкурсах, я их не люблю, понимаешь? Вот эта история с тем, что, ну, это я просто про свое впечатление о конкурсах всегда говорю. Конечно, ты как артист вынужден, да, в каком-то смысле когда-то участвовать на этих конкурсах, потому что это определенные точки роста твоего, да. Ну, иногда надо себя действительно в этот стресс вогнать, чтобы так это взбодриться, как бы поиметь топ, это все остальное. Но для меня всегда было такой фикцией, что ты должен стоять кому-то доказывать, что ты классный, когда конечная твоя цель, все равно ты зритель. Когда это международный конкурс, это как бы еще ладно, это окей, это имеет действительно смыслы. Но я всегда именно за ребят переживаю, поэтому вот как бы я все время там еще, знаешь, как раз скоро закончится, через 10 минут нам хватит. Да. Я все время стараюсь себя поставить на месте участника, я понимаю, как это стрессово, я всегда топлю за них, мне вообще без разницы, что там, понимаешь, как бы, ну, то есть я понимаю, что это тоже как бы максимализм такой в каком-то смысле, так тоже нельзя к процессу относиться, но ну, просто есть люди, которые как бы умеют уже в эти конкурсы участвовать, да, в 10-й раз проходят. Для них это может уже реально менее болезненно и все такое. А ты тут как бы начинаешь только свой путь, понимаешь? И уже как бы такая вот история, конечно, нелегкая тебе досталась, я так скажу, не очень справедливая. Но, наверное, после этого ты там как-то вот для всяких ты, может, хотя бы выводы сделаешь еще. Я уж не знаю, захочешь ли там, поедешь ли, то есть какие-то планы, может быть, на дальнейший конкурс, на какие анонсы какие-нибудь, да, альбомы, где слушаем, куда смотрим.
Ну, на самом деле, это не отбило желание, а наоборот. Я такой: еще хочу, потому что я не насытился. Может быть, не в скором времени, но когда-нибудь в следующем году, думаю, где-то меня можно будет увидеть, снова на экранах какого-то шоу-проекта. Мгм. Ам, вот. Уже многие в моей стране, после того, как вот этот эфир начал выходить, все начали писать: "Даврана на интервидение". Ну, не знаю, я говорю, ну, пускай это так и будет, во Вселенную отправляем Ваш эти запрос принят. запросы. Вот. И, ну, в плане песен, конечно, сейчас работаю над своими авторскими песнями. В скором времени буду понемногу их, конечно же, выпускать. В ближайшее время мы готовим интересные концерты и проекты с моей сестрой. Одна из моих сестер, она наша вот средняя в семье, Мяхария, она на самом деле является организатором многих ивентов и концертов в нашей стране. И вот у меня был сольный джазовый концерт, мы 2 раза ставили мюзиклы впервые. У нас тут там Гринч, Аладдин. И тоже такой хороший опыт для меня был в жанре мюзиклов. И вот впереди у нас очень много планов таких разнообразных концертов. Дай бог, скоро наши зрители смогут также посмотреть. Ой, ну я тебе этого очень сильно желаю, потому что, конечно, это такой тяжелый путь, вот это вот попадать на конкурсы, на телек, понимаешь, вот это вот все. Это, конечно, огромных усилий стоит всегда для артиста. Всегда это стрессово. Я тебе очень рекомендую попробовать всякие вот эти «Ну-ка все вместе», знаешь, очень хороший буст дает. То есть ты как бы едешь туда, а для своих ты такой, вау, как бы уже показываешь уровень, и потом это буст хороший дает. То есть вот эти ребята, они же из Кыргызстана, трио Номад, которые были, они же вот на интервью не поехали. Почему? Потому что они ну-ка все вместе там побывали, пам-пам, значит, там Да, посрывали эти 100 баллов туда-сюда, и в итоге, ну, как бы, вот они, пожалуйста, на телевидении их вывело. Ну, в трио, как бы, ну, окей, тоже хорошо. Понимаешь? А да, еще, поскольку у них есть запрос на международку, то есть им же тоже интересно, когда человек с другой стороны приезжает, типа, они это приветствуют, типа, это как бы такая лояльность к этому есть. Я считаю, что тоже можно пробовать. Там, конечно, конкурс ужасный, но в целом, типа, это да, хороший буст все равно для того, чтобы у себя потом, да, как бы уже да, какой-то... на самом деле. Да, сейчас вот мы все-таки все исполнители должны, и не исполнители, вообще все зрители должны понимать, наверное, что все такого рода шоу-проекты — это в главную очередь для нас, исполнителей, это платформа для продвижения своего творчества. Это вот главная, наверное, задача. Мы когда идем, все-таки мы понимаем, что по-разному может быть исход событий. Мы должны понимать, что это все-таки хорошая реклама для нас, как для исполнителей, и ничего более. Ну, и для тебя еще видишь, как бы в чем прикол, и чего точно не стоит, ну, на что стоит точно опирать в твоем случае, твой суперскилл как раз-таки то, что ты композитор, это у тебя есть материал, который себе можешь сделать сам, потому что сколько народу, супер там какие-то вау-вокалисты, да, но у них нет своего материала, и это как бы глобальная проблема. Потом ты в итоге Да, растворяешься просто среди поющих людей, поэтому, конечно, а у тебя, понимаешь, сам Бог велел, понимаешь, то есть ты можешь музыку писать классную и делать свой собственный материал, и в какие-то моменты я тебе могу сказать, что даже неважно, есть эти конкурсы телевизионные или нет, типа, если ты займешься своим творчеством, своими соцсетями и будешь вот как бы, ну вот, пожалуйста, получится такая история. Башкиры, да, вот эти группы Эй Йола, я тоже их обозревала. Ребята просто ни с чего, никак, вжух, просто вторые после Леди Гаги в Шазаме, все в шоке, чё, как, что. А тоже там это диджей Север, Руслан, он уже дедушка, понимаешь, диджей с 90-х да. годов. Вот он всю жизнь, понимаешь, трудился, ему уже 50 годов практически. И вот так, и так вот, говорится, вот уже во второй половине жизни вдруг внезапно за все труды, понимаешь, свалилась история. Как бы. Ага. Но он ее не продавал, он не предавал эту историю, да, он ей занимался, и они были уже готовы к этой славе, понимаешь, в чем прикол? То есть у них уже материалы были, у них уже концепция была, они готовы, все, погнали. Фух, мы ходили на их концерт, они еще, конечно, сырые такие, да, то есть они не очень понимают тоже, как вот на сцене там что, чего, то есть это вот их первые такие концерты тоже получают, знаешь, очень классно, пока артист не замученный сам своей славой, Да, знаешь, ты идешь, они еще такие на фрешике, да, работают, там им все нравится, они в полном восторге, как бы энергия вот это вот, понимаешь, уже идет обмен. Поэтому обязательно свои материалы, конечно, должны быть, и делать упор на это, я считаю, потому что только в этом есть перспектива, понимаешь, быть просто конкурсным участником, ну, это, конечно, здорово, вот, но не так перспективно.
Обязательно занимайся своим творчеством, мы будем его ждать, всячески принимать. Ты мне скидывай, я буду все показывать вообще. У тебя карт-бланш на моем канале, все присылаешь, я все ставлю, понимаешь? Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами, поэтому... Скорее, спасибо. Ладно, спасибо тебе большое за это интервью. И так я тебя уже, сколько, боже мой, 1:40 с тобой отболтали, боже. Понял, что болтать. Спасибо тебе большое, что согласился. Я очень рада знакомству с тобой лично. Буду следить за творчеством, поддерживать. Не стесняйся никогда, пиши мне, я всегда, чем смогу, помогу. Тем более я уже в Москве сейчас, да. Если что, мы как бы что-нибудь из этой Да. истории придумаем. Обязательно. Да. Я тебе желаю Спасибо всяческих успехов и не забрасывай свое собственное творчество. У тебя очень хорошо получается, я это не вру. Спасибо большое, Карина. Очень-очень благодарен, что позвала. Так побеседовали, рассказали друг другу свое мнение, что произошло, и так Да. душевно поболтали. Да, буду следить за тобой. Ты еще так юн, еще так много всего впереди. Боже, я желаю тебе сил на это, на все. Просто сил и терпения, реально. Другого Спасибо тут желать большое. нечего. Просто сил побольше и нервов, как бы вагон просто и тележку на это, на все. И Вот. тебе удачи. Я желаю, чтобы просмотров все больше, больше, больше было, потому что человек с таким вайбом, у которого, я не знаю, лучезарный просто. Вот открываешь все, на экране высветил солнышко, и все. Спасибо большое, спасибо большое. Так, ну ладно, давай я останавливаю запись, короче, для наших дорогих друзей. Я сейчас еще кое-что, пару секретиков тебе расскажу. Вот, а вы, дорогие мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ла-ла-ла, смотрите обязательно выступление Даврана. Да, обязательно следите за ним, поддержите уже тоже всячески. Я надеюсь, вам эта запись тоже понравится. Мы старались, ну, вообще как бы классно провели время, мне кажется, нормально вообще. До первого раза прям просто супер, с почином. Спасибо, что ты открыл новую рубрику на моем канале.